Всем привет! Меня зовут Анастасия, и это рубрика «Честный обзор». В этой рубрике я буду рассказывать вам свои личные впечатления от пряжи. Но это будет не просто обзор, где я расскажу основные характеристики этой пряжи. Здесь я буду показывать изделия, которые связала из нее, и самое главное, честно рассказывать, как она ведет себя в носке. Поэтому подписывайтесь на канал, вас ждет здесь много интересного и практичного. Сегодня я расскажу вам о пряже Concept by Katia Cotton Merino. Эта пряжа изготовлена в Италии, и, возможно, многие из вас слышали восторженные отзывы о ней. Мне тоже захотелось связать из нее изделие, и сегодня я поделюсь своими впечатлениями. Итак, в этой пряже полностью натуральный состав. Здесь 70% хлопка и 30% овечьей шерсти первого сострига. Эта шерсть считается высокого качества. У меня натуральный цвет, номер 100. Я, честно говоря, думала, что это будет белый цвет, но это не белый, это молочный. Имейте это в виду, если тоже захотите этот цвет. Давайте с вами посмотрим на фактуру пряжи. Это хлопковый шнурок, набитый пухом овечьей шерсти. Очень приятная на ощупь, мягкая, нежная пряжа. Рекомендованный размер спиц для вязания этой пряжи 4,5-5 мм. Я вязала свое изделие на пятерке. В 50 граммах здесь 105 метров. Цена на эту пряжу в интервале от 440 рублей до 480 рублей за клубок. Пряжа не самая бюджетная, и расход у нее довольно-таки большой. На укороченный кардиган 46 размера у меня ушло 10 моточков. То, что я сейчас держу в руках, это, собственно, все, что у меня осталось. Сильные стороны этой пряжи в том, что она, правда, очень мягкая, совсем не колется, и она очень приятная к телу. У меня довольно-таки чувствительная кожа, и то, что другим не колется, мне колется. Но эта пряжа мягкая, и колкости в ней нет. Думаю, она идеально подойдет даже деткам. Вот у меня образец из этой пряжи, он постиран. Образец после стирки в размере не поменялся. После ВТО на полотне появляется такой легкий, ненавязчивый пушок. Он дает, я бы даже сказала, такой уют полотну. Из этой пряжи я связала кардиган. В конце видео обязательно покажу вам, что у меня получилось. Могу сказать, что кардиган получился мягкий, приятный к телу и в меру теплый. В нем комфортно в помещении. Напомню вам, что состав это 70% хлопка и 30% шерсти. И вот как раз за счет хлопка изделие получилось не жаркое, ну а 30% шерсти дают свою теплоту. Минусом для меня в этой пряже было то, что в одном мотке мне попалось 2 узла. Но мне кажется, что для пряжи с таким метражом и по такой цене это не есть хорошо. Но меня поймут вязальщицы, потому что практически никто не любит соединять нити. При том, что эти узлы были в начале клубка и на небольшом расстоянии друг от друга. Еще одним минусом, который я бы назвала, это то, что после пары стирок мне показалось, что изделие потеряло свою легкую припушенную фактуру, которая была в начале. Появилась какая-то матовость в изделии. Но в целом пряжа в носке ведет себя хорошо. В местах трения появляются маленькие катушки, но это для натурального состава нормально. Такие катушки легко убираются без особых усилий, просто пальчиками. И, пожалуй, главное, рекомендую ли я вам эту пряжу? Знаете, у меня о ней смешанные впечатления. Кажется, она хорошая и вполне достойная. Но у меня по итогу связанного изделия и носки она не вызвала таких восторженных отзывов. Может быть, о ней было очень много всего сказано, и поэтому у меня были большие ожидания. Наверное, я бы повторно ее не купила, а попробовала бы что-то другое с похожим составом.
Кстати, у этой пряжи вышел аналог у другого производителя. Это пряжа от Infinity Design Акварель. У нее аналогичный состав, метраж и фактура, и цена ниже, от 360 до 400 рублей. Думаю, что как-нибудь я ее попробую и поделюсь с вами своими впечатлениями. А на сегодня все. Это был честный обзор. Далее вы сможете увидеть кардиган, который я связала из этой пряжи. А я прощаюсь с вами. Всем хорошего настроения. Пока!